Проблема была твоя в том, что ты добавляла детали, но смотрится все пусто. Это потому, что ты перешла от больших форм, абсолютно больших форм, а, к совсем мелким. Типа ты пропустила средний уровень. У нас есть вот большие формы, в больших формах есть мелкие формы. Средние. И в средних формах есть маленькие. И в этих маленьких еще могут быть еще меньше, но обычно вот так на 3 смотрю. Например, вот на этом примере большая форма это все вместе, весь силуэт. Средние формы это вот эти части. И мелкие формы это вот эти штучки маленькие. И так везде. Вот одна большая форма, вот средние две, земля и дерево. И в этих средних формах они подразбиваются еще. И в этих подразбитых формах есть еще мелкие формы. То есть оно не смотрится из-за этого пустым. Как бы я это поправила, следуя нашей таблице подразбиения, я бы поправила вот эту часть. Вот, например, это одна большая форма, да? Мы разобьем ее на средние детали. Я бы это сделала так. Я чуть-чуть ее притемнила, немного цвет двинула. В принципе, неважно в какую сторону. Но теперь вместо одного большого куска у нас все еще читается форма одного большого куска, но уже в этом куске есть интересные средние детали. И вот у тебя в средних деталях уже есть более мелкие детали. Можно еще одну вот сюда добавить. Мне нравится, как зеленый смотрится с рыжим, потому что это противоположные вот цвета. Они друг друга подчеркивают. Также можно еще ее подразбить чуть-чуть. Просто мы выделим вот эти детали, чтобы оно так полосками прям не шло. Тоже куда-нибудь его крутнем. Посмотрим, как лучше будет смотреться. И давай вот, наверное, вот этот в середине меняем. Из-за того, что мы подразбили, форма усложнилась. Она стала интереснее и менее однородная. Также можно поступить совсем другим, что у тебя тут есть. Например, вот кусок ткани. Давай его разобьем на 2, допустим. Поменяем ему какие-нибудь места.
Это не обязательно могут быть какие-то прям активные детали. В принципе, на градиентах это тоже должно сработать. Вот будто это потертое одеяло какое-то. Оно потеряло в нескольких местах свой цвет. И можно добавить к нему, например, заплаточки какие-нибудь. Подчеркнуть их еще больше. Потому что я сейчас смотрю, она немного потерялась. Все равно эти желтые оттенки. Давай тут заплаток наделаем, будто оно из нескольких кусочков состоит ткани. Куда тут еще можно добавить? И вот к этим средним деталям можно добавить деталечки поменьше. Например, это могут быть швы в этих тканях, будто они соединены вместе каким-нибудь шовчиком. Это довольно как сложно, наверное, сначала понять. Это больше из концепта, когда ты концепцию свою создаешь. Вот они, в принципе, учат рисовать от больших форм, потом переходить к средним, потом к мелким. Вот, в общем, стала ткань. Можно еще добавить каких-нибудь потертостей тут, представить, что им часто пользуются. Потертости будут посерее, чем основной цвет. В принципе, и желтый тут тоже хорошо смотрится. Такие тут какие-то мазки. Тут там на краях точно, ну, вся эта ткань, она стирается, если ей долго пользоваться. Еще одна штука, которая может помочь интереснее делать текстуры, это представить, будто этот объект очень давно используется каждый день, и можно по логике проследить, где оно может быть испорчено. Ну или референсы собирать, на них тоже видно, анализировать их. Вообще я много референсов обычно собираю и беру куски большие с тех мест, которые мне нравятся. Так, у нас тут средние формы есть, но вот в средних формах мелких мало. Давай добавим еще пару мелких деталей сюда, чтобы разбавить это все. Я бы сюда красный добавляла. Или теплый больше, не прям красный. Но в красную сторону сдвигать ползунок.
Сделаем типа дырочки, наверное, какие-то. Под них тень положим, будто они продырявились. Сейчас по насыщенности мне все нравится, но не хватает большего затенения в этих местах. Это ау добавим мы. Так, просто быстро. А на границе потертости добавим. Подушки на краях тоже будут протираться, то есть станут побледнее, не такими насыщенными. Например, это хлопок. Хлопок крашеный. Он по сути белый, бежевый такой, грязный. И потом окрашен. И когда краска стирается с мест использования, например, на черных джинсах это видно, но белеет. Можно представить, где тут кто сидит, например. Самое протертое место, наверное, это будет вот эта спина. Я просто добавлю сверху более бледного цвета. Я взяла более холодным. На вот этих ярких частях можно его в желтый увести. Светлее чуть-чуть. Отодвигаешь, смотришь, выпало или нет. Слишком много вот этих получилось мест или нет. Когда слишком много добавляешь, оно может начать рябить. Вот сейчас у меня оно рябит. Мы их некоторые просто немного сгладим, чтобы опять вот эту общую мазню у нас соединить, чтобы она не была какими-то прям рандомными кусками. Так. Насчет дерева тоже можно подразбить его. Это форма, она одного цвета. Можно подразбить его чисто тоном. Можно цветом. Ну, когда цвет меняешь, там и тон автоматически меняется. В принципе. Не сильно видно, чтобы там что-то поменялось. Давай-ка тон подвинем больше. Понасыщеннее, покраснее. Какие-нибудь палочки тут из красного дерева. Вот уже и форма кресла стала интереснее. Обычно студенты, которые у нас, они тоже совершают эти ошибки. Они берут большую форму и начинают рисовать вообще какие-то мелкие штуки, которых не видно мне, вот, когда я отдаляю вот так на экране своем. И по сути я не вижу, чтобы они что-то вообще рисовали. У тебя тут намного лучше, чем у них результат. У тебя хотя бы видно, ты не совсем в мелкие ушла. Но все равно, чтобы не потеряться, я советую разбивать детали с больших форм постепенно.
То есть вначале мы рисуем вот зеленый цвет нарисовали, да. Вот тут разбили его, добавили дерево. Добавили красного. И не в мелкие такие уходить сразу. Вот эти штучки, как у тебя. А поделить это. Зеленый цвет побольше. Красный цвет, что-то интересного сюда добавить. Как мы сделали вот с этими желтыми штуками. Дерево, что-то в него добавить среднее. Какие-то деталюшки. И потом уже на средних деталях добавляем вот твои красивые маленькие особенности. На ткань, на дерево, прорабатываем дерево. Прорабатываем ткань мелкие. Дерево, что-то поинтереснее тут еще накидаем. Каких-то ярких, может быть, интересных мест. Вот. Надеюсь, что-то понятное объяснила. Третий раз записывала.